Здравствуйте, друзья! Смотрите, вот бензопила, которая сама перемещается по бруску на бревне, выпиливая доску из этого бревна, почти без участия человека. Ничего необычного. Представляю вашему вниманию простейшее самодельное приспособление для полуавтоматического распуска бревна на доске в условиях леса. Я перепробовал множество методов распила бревна на доске бензопилой, мне есть с чем сравнить этот метод, потому выделю основные преимущества и недостатки такого метода распила бревна. По причине того, что пила передвигается по бруску механически без участия человека, выпиленная таким образом доска получается идеально ровной. И если передвигать бензопилу по направляющей руками, то такого качества распила у меня добиться не получилось. Хотя я старался. Всему виной человеческий фактор. А именно то, что переступая с ноги на ногу, человек прикладывает усилия к пиле немного в разных направлениях. И этого достаточно для появления огрехов в глубоком пропиле. Самоходная пила решена этого недостатка. Второй плюс – это безопасность. Во время работы пилы большую часть времени оператор пилорамы стоит в сторонке. И если разлетится цепь, воспламенится бак, свалится или подпрыгнет распиливаемое бревно, то человек останется в безопасной зоне. Более того, подавляющее большинство моих травм связано с утомлением. А эта работа неутомительная, а значит и этот фактор, повышающий вероятность травмы, нивелируется. Кроме того, пока пила сама выпиливает доски из бревна, можно заняться другими делами. Отнести уже отпиленную доску, смешать новую порцию топлива с маслом или заточить сменную цепь. Но у этого способа есть и минусы. Таким приспособлением пропил целесообразно делать только в вертикальной плоскости. И, конечно, любое приспособление – это дополнительное оборудование, которое надо сначала сделать, установить на пилу, приладить к бревну, а потом еще носить от бревна к бревну. Думайте сами, решайте сами, иметь такое приспособление или не иметь. Надо отметить, что у самоходной пилорамы есть и неочевидные преимущества. Друзья, вы, вероятно, уже смотрели видео «2 секрета идеального распила бревна на доске бензопилой». И в этом видео я наглядно показал и рассказал, как любой двурукий человек может распилить бревно на доске бензопилой с короткой шиной, не применяя никаких особых приспособлений, а только следуя ряду простых правил. За последние 8 лет я распилил на доске уже бесчетное количество бревен. И имея такой огромный опыт без приспособления, я распускаю бревно на доске быстрее и даже с экономией топлива. Зачем же мне тогда приспособление? Дело в том, что в 2021 году я, как Мюнхгаузен, совершил подвиг. Я построил из ветровала мост через ручей у моей избушки. Для этого мне пришлось выпилить рекордное количество досок из ядровой древесины соснового ветровала. Я пилил 20 дней по 9 часов в сутки. Не могу сказать, что я сильно уставал, но энтузиазм со мной сыграл злую шутку. Сухожилия оказались слабым звеном. Я заработал эпикондилит на обоих руках и к отпуску 22 года не восстановился. Пилить доски травмированными руками я не мог физически, а от проекта постройки пироги из ветровала я отказываться не хотел. Поэтому попробовал облегчить себе задачу кареткой для бензопилы. Другими словами, самоходная пилорама из бензопилы может сохранить здоровье увлекающемуся человеку. В 2021 году эта каретка могла сохранить мне здоровье. И еще одно соображение. Вы, возможно, заметили, что к распилу досок для моего гнуто-клееного моста я заранее подготовился, изготовив длинные шины на бензопилу. Короткие бревна, то есть 3–3,5 метра длиной, такими шинами легко можно распилить, не применяя метод маховых движений. Но вот такую длинную доску 11 метров длиной выпиливать из бревна длинной шиной – одно мучение. Думаю, вы догадываетесь, почему. Но это большая отдельная тема. Так вот, при помощи каретки для бензопилы моей конструкции с этой задачей справится даже человек, который взял в руки бензопилу впервые. И, конечно, в самой каретке на бензопилу нет никакого новаторства. Новаторство заключается в резинке или пружине, которая тянет эту каретку. Изначально сделать именно самодвижущуюся пилораму у меня цели не было. Просто так исторически сложилось.
Из первого толстого, но кривого бревна я планировал выпилить максимально широкие и максимально длинные доски на борта моей пироги. А значит, пилить мне надо, начиная от корня ветровального дерева к маковке. К сожалению, это дерево упало неудачно, таким образом, что маковка осталась наверху склона. Отделять от корня бревно я не решился. И значит, пилить мне придется снизу вверх, а это физически очень сложно. Я искал технические пути облегчения этой задачи. Противовес с блоком, резинка – самые простые решения. Резинка даже проще. Очевидно, выбор падает на резинку. Тем более, что резинки у меня предостаточно. Я использую ее в своем лесном педальном токарном станке много лет, и она еще меня ни разу не подвела. А вырезать еще десяток метров такой резинки из покрышки – дело нескольких минут. Но, как показала практика, обычной резинки в оплетке резинка из покрышки заметно уступает в эластичности. Потому я сходил к своей надувной лодке «Берег», снял с тента штатную резинку и установил ее на пилу взамен пробной резинки из покрышки. Я рад, что не стал усложнять решение задачи применением блока. Переставить зацеп резинки – дело нескольких секунд, тогда как в лесу организовать систему блоков для каждого нового ветровального бревна – та еще морока. А пирогу мне надо успеть построить за 20 дней. Вот я и приспособил резинку, чтобы тянуть бензопилу вверх. А на горизонтально лежащем бревне резинка сама тянет и передвигает каретку с бензопилой. Все просто. Конечно, чтобы резинка не стянула каретку с работающей бензопилой с направляющего бруска и не затупила пильную цепь, в конец бруска надо не забыть ввинтить саморез, который послужит концевым упором и подобием устройства Full-Proof. Всех нюансов в одном видео не рассказать. Но вот еще одна существенная деталь. Обратите внимание на данный феномен. К этой пиле не пристегнута резинка, но она все равно движется по бревну и выпиливает доску. Она пилит последний проход и перепиливает приблизительно 60 мм древесины. Это немного, но все же. Вон, смотрите, опилки летят. Я замерил уровень. Для каретки с бензопилой достаточно 2 градусов уклона, чтобы она худо-бедно пилила под своим весом. Тогда как для аккумуляторной цепной пилы уклона в 10 градусов недостаточно, чтобы она пилила под своим весом. Вероятно, всему видны вибрации. Бензопилы кричат, вибрируют, но пилят. А аккумуляторные шелестят, упираются, но тоже пилят. Правда, с большим усилием на перемещение под горку. Надеюсь, мне удалось заинтересовать вас своим приспособлением. А коли так, настало время поведать историю его создания и раскрыть секрет его несложной конструкции. Надеюсь, это облегчит вам реализацию принципа «делай как я, делай лучше меня». Стоит отметить, что большую часть времени я потратил на сборку конструкции разбора направляющей шины. В моем случае это просто сосновый брусок. Однако мне надо было, чтобы этот направляющий брусок, будучи разделенный на 2 части, легко помещался в лодку. А в собранном положении он сохранял прямолинейность, не изменяя своих габаритов по ширине и высоте. Значит, механизм сращивания должен находиться внутри направляющей. Простейшее решение – это профрезеровать пазы для брусков. Очевидно, нужен кондуктор на ручной фрезер. Как видите, я его собрал на скорую руку из обрезков фанеры. Конструкция хлипкая, но для решения одиночной задачи ее достаточно. Важно при фрезеровке паза пройтись фрезой дважды, второй раз перевернув фрезер на 180 градусов. Тогда паз будет гарантированно симметричным, вне зависимости от точности изготовления кондуктора. Не скрою, я испортил одну заготовку. У меня вытянуло фрезу, паз оказался глубже, чем планировалось, и мне пришлось вклеить буковую вставку и фрезеровать паз заново. Практика показала, что перемещать фрезер удобнее держать за кондуктор. Осталось выпилить буковые бруски для сращивания, и можно собирать и разбирать направляющую. Дабы паз не повредился в процессе транспортировки, я заодно изготовил короткие заглушки. Единственное требование – бруски для сращивания должны плотно садиться в посадочные гнезда направляющей. Дабы срастить шины, достаточно соединить их в стык, вложить в пазы буковые бруски и завинтить саморезы. Дело сделано. Сама каретка в изготовлении еще проще, чем составная направляющая. Итак, я взял оставшийся от опалубки обрезок ламинированной фанеры, выпилил из него 2 бруска равной длины, насверлил в них отверстий с шагом 100 мм, зазинковал их.
приложил подготовленные фанерные детали к обрезку того самого бруска, из которого была собрана направляющая шина, и соединил эти три детали саморезами. Прелесть такой конструкции в том, что каретка сразу калибруется под размер шины, ибо сама на треть состоит из заготовки для этой шины. Теперь получившуюся каретку требуется соединить подвижным соединением с уже другой, пильной шиной цепной пилы. Лучше всего для этой цели использовать поворотную ось, а для этого нужны отверстия. Отверстие желательно просверлить строго перпендикулярно боковой грани каретки. От этого будет зависеть соосность или даже плоскопараллельность пильной шины и направляющей шины будущей пилорамы, а значит и успех всего мероприятия. Потому ответственные отверстия диаметром 10 мм я сперва наметил на сверлильном станке и только затем досверлил насквозь длинным спиральным сверлом. Присоединить к этой каретке бензопилу теоретически возможно в 3 местах – спереди, сзади и посередине. Я хотел сохранить возможность смены конфигурации пилорамы, потому просверлил сразу 3 отверстия, хотя в дальнейшем использовал только одно. Для шпильки с резьбой М10, которые будут соединяться каретка и бензопила, требуется второе отверстие. Теперь в пильной шине, которая хорошо сверлится ступенчатым сверлом, тем более со смазкой. Как вы понимаете, для полноценных испытаний подготовить одну шину недостаточно. Потому я подготовил сразу 3 шины, одну штатную и 2 самодельные. У одной самодельной шины даже пришлось наварить ухо, ибо рациональное место крепления попало на пустоту в этой шине. Осталось каретку выкрасить и выбросить. В значении переходить к полевым испытаниям. К каретке через поворотную ось надобно прикрепить шину, но не вплотную, а так, чтобы пильная цепь не пилила саму каретку. Для этой цели за кадром я изготовил дистанционно направляющие шайбы из все той же ламинированной фанеры. Ну как изготовил? Взял отходы от короночного сверла и рассверлил в них отверстия до 10 мм. Ориентируясь на грань первой шайбы, удобно размечать место будущего пропила и, соответственно, фиксировать положение направляющей на бревне обычным саморезом. Как видите, собрать из готовых деталей конструкцию прототипа пилорамы – дело 1,5 минут. И, казалось бы, можно уже пилить бревно на доске. Но есть нюансы. Как известно, дьявол кроется в деталях. Дальше пойдет поучительный рассказ про каскад опрометчивых предположений и поиск пути исправления допущенных ошибок подручными средствами. Все как обычно. Как я говорил ранее, в первые же минуты испытаний выяснилось, что тянуть пилу вверх по направляющей крайне утомительно. Я быстро привинтил к торцу каретки петлю, согнул из проволоки крючок и присоединил этим крючком к каретке резинку. Сразу стало понятно, что для стабильной работы нужен груз, прижимающий каретку к направляющей. И при первом испытании этих новшеств сразу стало понятно, что груз маловат, а крепление резинки надо выносить из-под бензопилы. И лучший вариант – это организовать съемное крепление к поворотной оси, то бишь к концам шпильки М10. Я настаиваю, тянуть каретку надо именно за место крепления бензопилы к каретке. Это то место, где уже прилагаются основные силы во время пиления. И для пущего баланса, и дабы случайно не перекосить пилу в пропиле, тянуть каретку надо именно за поворотную ось. Как видите, бревно диаметром 50 см распилить шиной длиной 40 см с наскоку не получается. На этот случай я взял с собой самодельную удлиненную шину, а сменить пилу на каретке дело 1 минуты. Теперь хорошо бы подобрать весовой блок для каретки помассивнее. И за материалом для крепления весового блока ходить далеко не надо. Помните, в прошлом году я наделал множество огромных рычажных струбцин для сплачивания гнутоклеенных балок или опор моего моста через ручей. Сейчас они не востребованы, а деталей от них осталось много. Грех оставить эти бруски неиспользованными, когда они валяются под ногами. И что использовать в качестве весового блока, я опять же долго не думал. Мой взгляд сразу упал на ящик с инструментами. Ящик с инструментами тяжелый. При желании в него можно набрать песка или даже свинцовой дроби, так что вес в нем легко регулируется. А сам ящик близок по габаритам с самой кареткой. Надо только собрать для него ограничитель на каретке, чтобы ненароком не распилить ящик бензопилой и вместе с тем не повредить пильную цепь.
Возможно, я зря так подробно рассказываю про мое спонтанное решение крепления весового блока, ибо выбор весового блока и способ его крепления несущественен, и на работу моей самоходной пилорамы влияния почти не оказывает. Впрочем, как и подложка из пластиковой бутылки под корпус бензопилы, которая всего-навсего снижает коэффициент трения и облегчает передвижение пилы по направляющей. Кстати, капнуть масло на подошву каретки совсем не вредно. Как видите, первый пробный пропил меня разочаровал. Руками на весу я пилю, получая радикально более качественный результат. А этот результат для строительства пироги просто неприемлемый. Можно подумать, что дело в кривой шине. Действительно, в прошлом году я ее немного погнул при транспортировке. Но замена шины в лучшую сторону ситуацию не изменила. Предполагалось, что шина, зажатая между широкими фанерными шайбами, грани которых плоско параллельны, и одновременно через них притянутая к боковой щеке каретки, автоматически будет спозиционирована плоско параллельно этой боковой щеке каретки. Логика железная. Казалось бы, что тут могло пойти не так? Я был так уверен в этих рассуждениях, что перед началом работы в спешке даже не стал проверять параллельность шины самой направляющей. Первый горбыль я отпилил не без проблем. А со следующими пропилами трудности только усугубились. Но только отпилив от бревна с грехом пополам первую доску, я решил проверить параллельность шины направляющей. Где закралась ошибка, очевидно. Отверстие расположено с краю каретки, и болт с резьбой М10, стягивающий боковые щечки каретки, проминает деревянную основу каретки. А главное, проминает неравномерно. И, конечно, перекашивает крепление пильной шины. Я нахожусь в глухом лесу, до моей мастерской 2 дня пути на собаках, и вставить металлическую втулку в отверстие для поворотной оси, дабы предотвратить проминание деревянной основы каретки, у меня возможности нет. Но всегда можно подложить под промятую грань дистанционную прокладку из пластиковой бутылки и временно выправить ситуацию. Как известно, нет ничего более постоянного, чем временное решение. Эти дистанционные прокладки успешно служат мне уже год, и, очевидно, заменю я их на втулку не скоро. От добра добра не ищут. Считаю своим долгом заострить внимание на том, что обеспечить параллельность пильной шины направляющей крайне важно. После исправления этой ошибки дело у меня заспорилось. Хочу обратить ваше внимание на то, какая выходит стружка из-под пилы, совмещенной с кареткой. Я не оговорился, это именно стружка, а не опилки. Обилие длинных волокон в моей пригоршне говорит о том, что основной съем материала идет по волокну, а не поперек оного. Это обеспечивает более продуктивную работу пильной цепи при продольном распиле бревна, а значит экономит время, топливо, смазку и ресурс бензопилы. Подробно я останавливался на этом вопросе в видео про 2 секрета идеального распила бревна на доске бензопилой. И добавлю только одно. Если при продольном распиле у вас такие длинные опилки, то мои эксперименты говорят, что угол заточки цепи на 5, 10 или 30 градусов на качество и скорость распила бревна влияния уже не оказывает. А вот качество заточки цепи значение имеет. И не забывайте по мере износа цепи стачивать ограничительный зуб пильной цепи. Распилив первое бревно на доске, и убедившись, что каретка может передвигаться по бревну и без моего участия, я осознал, что мне нужен фиксатор угла наклона пильной шины бензопилы. Попытка для фиксации угла наклона шины бензопилы подсунуть клин или чурбачок под корпус бензопилы наглядно проявила несостоятельность этого решения. Очевидно, нужен не упор, а оттяжка. И оттяжка должна иметь возможность ступенчатой регулировки угла наклона шины бензопилы. Для реализации этого решения подойдут любые подручные средства. У меня под рукой оказались перфорированная лента, кусочек проволоки, из которого легко согнуть крючок, и метр реп шнура. Кусочек перфорированной жестяной ленты надо, используя его крайнее отверстие, закрепить саморезом на противоположном от бензопилы торце каретки. Согнуть из проволоки крючок, этот крючок привязать к одному концу бечевки, а второй, противоположный конец бечевки, по возможности надежно закрепить на ручке бензопилы. Теперь, переставляя зацеп крючка в разные отверстия перфорированной ленты, можно быстро менять длину оттяжки. Вместе с тем, соответственно, будет меняться и угол наклона пильной шины, а значит и глубина пропила.
Наиболее продуктивно работает такая пилорама при пропиле именно носком шины бензопилы, потому доску от бревна целесообразно отпиливать за несколько пропилов. Конструкция выглядит простовато, однако то, что бечевка может быть легко перепилена или оборвана, это даже хорошо. В жизни случаются непредвиденные обстоятельства, и если что-то пойдет не так, то у конструкции должно быть слабое звено, которое легко заменить и которое не жалко. В конце концов, это дополнительная мера безопасности. А с работающей бензопилой лишних мер безопасности не бывает. Как видите, конструкция моей пилорамы не лишена неочевидных тонкостей, но при этом крайне проста и в изготовлении, и в использовании. К ней для удобства переноски можно добавить дверную ручку, а в качестве весового блока можно использовать что-нибудь более компактное, чем камень, например, железнодорожную подкладку. Но в целом эта самоходная пилорама не требует доработки. Хотя, возможно, в будущем я сделаю более технологичные варианты до каретки и направляющей. Но это уже совсем другая история. Друзья, вернемся в лес к первым полевым испытаниям. Хочу обратить ваше внимание на качество полученной доски. И если первые доски были, прямо скажем, третьего сорта, то эти доски экстра-класса. Для цепной пилорамы шероховатость на высшем уровне, а не плоскостность укладывается в пару десяток по всей длине. Возможно, вам покажется это заявление преувеличением. Однако посмотрите, в каком проекте и как именно эти доски были использованы, и у вас отпадут всякие сомнения. Именно из этих досок, срощенных в стык, я собрал борта моей первой пироги, сшитой из ветровальной древесины прямо в лесу. Сам способ изготовления, а именно выгибание бортов в дугу, чрезвычайно требователен к материалу. Из негодных, разных по толщине или кривых досок сшить борта, скорее всего, просто не получилось. Но пирога вышла вполне мореходной и прочной, а значит и использованный пиломатериал из-под самоходной пилорамы соответствовал повышенным требованиям качества. Из первых третьесортных досок я собрал менее требовательное к материалу дно пироги. Согласитесь, результат работы говорит сам за себя. Уверен, что применяя такую самоходную пилораму, вдобавок научившись на моих ошибках, вы при желании также сможете собрать плавсредство из ветровальной древесины. И я верю, что у вас получится не хуже. Напоминаю, что пирогу я построил, будучи травмирован, и я не сомневаюсь, что без помощи этой пилорамы с эпикондилитом я бы построить пирогу с нуля за 20 дней точно бы не успел. Самоходная пилорама – это большое подспорье в лесном строительстве. Дорога ложка к обеду. Посему непременно хочу поблагодарить за поддержку моих платных подписчиков на Бусти. Без вашей поддержки это видео было бы смонтировано еще не скоро. Сейчас монетизации от видео практически не осталось, и мне приходится больше времени тратить на добывание хлеба насущного. Соответственно, на видео времени остается все меньше. Но если буду жив, то я обязательно найду время на монтаж части уже отснятых проектов. Если вы хотите помочь мне освободить время для работы над новым видео и для монтажа уже отснятых, то вы можете подписаться на меня на Бусти. Учитывая, что свободное время на монтаж у меня заметно сократилось, а очередь проектов на монтаж только растет, оставляйте в комментариях свои пожелания. Какое из видео вы хотели бы увидеть первым? Возможно, больше других вас заинтересовало видео про мою пирогу. Возможно, про строительство моста из гнутоклеенных конструкций. Или, может быть, вы ждете новую серию про моих геотермальных пчел-шахтерчиков. Жду ваших отзывов и предложений. Я читаю все комментарии. Напоминаю, что на Дзен я публикую короткие видео без сложного монтажа или совсем без озвучки. При желании вы можете заглянуть на мой канал Дзен или Telegram. Ссылки на Бусти, Дзен и Telegram я оставлю в описании к видео и в первом закрепленном комментарии. И пусть хорошие люди смотрят хорошие видео. С вами был адвокат Егоров.